Я допускаю такой вариант, что он не мог бы его выиграть. Сегодня мы попробуем предсказать, как будет проходить поединок между Олегом Жохом и Давидом Дадикяном, который пройдет в начале августа в Стамбуле. Наконец-то после большого перерыва у Давида появился серьезный соперник. Левая сильнее, левая рабочая рука у меня. На левой готов бороться из топов с любым. А также поговорим о том, стоит ли за детей делать выбор и отдавать их в раннем возрасте в спортивные секции. Каждый ребенок – это маленькая личность, которая чувствует по-своему. Одному, например, свитер колет, а другому хорошо. Но сначала важная информация только для наших подписчиков. Друзья, предлагаем вам сумки с именной вышивкой из прочной отечественной ткани с вашим текстом и эмблемой. Это оригинальный подарок и способ выделиться от других для частных лиц, клубов и федераций. Дизайн сумки и доставка бесплатно. Заходите по ссылке, которая будет в описании этого видео, и выбирайте спортивную сумку по своему вкусу. Доставка по всей России. А также у наших партнеров вы можете заказать уникальную ручку для армрестлинга и армлифтинга Rolling Thunder на подшипниках из массива бука. Магазин спортивных сумок и товаров. Это гарантия качества. На предыдущем чемпионате мира Олег Жох стал первым. Но все-таки было видно, что он не в своей пиковой форме. Что было у него раньше? Заметим, что Олег ни в одном из поединков не стартовал. А у Давида главным оружием в борьбе является его молниеносный старт. Это первый плюс в сторону Дадикяна. То, что Давид давно не боролся с серьезными соперниками, это плюс в копилку Олега. Про судейство в Стамбуле вы хорошо знаете. Четкому выставлению захвата там не уделяют большого внимания. А выставляться Жох умеет как никто другой. Об этом нам в интервью говорил Вадим Акперов. Кто не смотрел выпуск, советуем его посмотреть. Ссылка вверху в подсказках. Он просто встал вот так, и когда судья говорит, что вот выпрями руку, что вот так, он просто говорит, что у меня рука вот так не выпрямляется. Я, конечно же, возмутился, потому что у нас как бы есть правила, и любой спортсмен должен влезать в эти правила. Если ты не влезаешь в эти правила, значит ты не влезаешь в эту категорию или в этот вид спорта. Я допускаю такой вариант, что он не мог бы его выиграть. Спарринг Давида Дадикяна с Виталием Лолетиным показал, что Давид в очень хорошей физической форме. И даже была идея провести армфайт между Давидом и Виталием. И я понимаю, что выиграть Виталика, можно сказать, у меня процентов 15-20 шансов. Но а что сидеть и кого ждать? Поэтому кладем еще один камушек в копилку Давида. Но все-таки мы считаем, что в этом поединке победит Олег Жох. Конечно, Давид может быть, забрать один раунд. Но не больше. Хотя лично я буду болеть за Давида. А что думаете вы по этому поединку? Напишите в комментариях. А мы продолжаем. Как понять нам, взрослым, нужно ли ребенка отдавать в спортивные секции? Многие родители, вопреки желанию своего ребенка, тащат его в спорт. Как увидеть, к чему тянется ваш ребенок? На эти вопросы мы попросили ответить специалиста по гармонизации тела и сознания Анастасию Шувалову. Мы уникальны, у каждого свой уникальный жизненный путь, поэтому и каждый ребенок – это маленькая личность, которая чувствует по-своему. Одному, например, свитер колет, а другому хорошо, даже начиная с этого. Да? Один любит бананы как фрукт, а другой не любит, он ест киви. И начиная с этих маленьких вещей, нужно позволять нашим детям, братьям, сестрам быть самими собой. Это очень важно. Не нужно ребенка подгонять под себя, нужно посмотреть, а какой он, а к чему именно он тянется, а что он любит, что он не любит. Ведь на самом деле ребенок — это как исследование, к тебе приходит человек маленький, маленький в теле. Нам кажется, что нам нужно всему его научить. Но наша задача, самое главное, присматриваться к нему и смотреть, к чему тянется.
именно он, что именно он любит, и помочь всего лишь направить его туда, к чему он тянется. Например, один ребенок, мы видим, что он любит кувыркаться, подвижный, значит, ему нужно куда? Правильно, куда-то в область гимнастики, туда, где он это дальше будет развивать. Девочка маленькая ходит, поет по дому или в магазине. Наша задача не кричать, что «чего ты поешь в магазине?». Наша задача сказать «о, мой ребенок поет», а может быть ему там пойти заниматься вокалом в детстве, или в театральный, или куда-то еще. То есть наша задача смотреть на своего ребенка, наблюдать и направить его, исходя из того, какие у него таланты открываются. Его надо толкать везде, да? Я не могу сказать, что толкать везде. Я могу сказать, что присмотреться, чем занимается наш ребенок, даже находит дом, увидеть, да. Потому что один может сидеть целыми днями рисовать, и ему нужно пойти, возможно, заниматься рисунком. А вот ребенок что делает? Занимается дизайном. Нам кажется, что дети проводят время в телефонах, а развивают дизайнерское мышление. Сейчас так время классно развивается. На этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился сюжет. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке. Для меня это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан. И чем больше ты поднимешь на этом Вес? аппарате, тем легче тебе вот здесь развернуть руку на девочку.